Представители знака зодиака Козерог, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро расклад, Таро прогноз, гороскоп, ноябрь, первая половина ноября. Любовь и деньги. Вот такая тема будет у нас сегодня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Почему любовь и деньги? 9 числа Венера входит в знак Весы. Это как ее обитель. Она максимально комфортно чувствует себя в этом знаке. Но это не тельцовская Венера, ведь тельцами тоже Венера управляет. Но тельцы это ближе к вашему знаку, это стихия Земли, это какая-то прагматика. А вот в весах нет. Здесь про чувства, здесь про любовь. Это новые грани чувственности. И Венера в весах – это возможность провести какие-то глубокие разговоры, может быть, на те темы, которые долгое время умалчивали. Может, у нас сил не хватало или не хватало решимости. Что-то важное проговорить на чистоту. А кроме этого, Венера в весах – это новая алхимия близости. Ну, безусловно, это еще и дипломатия, поэтому в целом сам по себе месяц хорош для дипломатических переговоров, даже, может быть, с теми людьми, с которыми в принципе сложно договориться, или какая-то прежняя ситуация, мы можем тоже изъясниться, чтобы нас правильно поняли. Есть еще один позитивный момент, мои дорогие козероги, то, что 4 числа ваш Сатурн переходит уже в прямое из ретроградного движения. И это в целом больше порядка, больше ясности в чем-то, больше понимания. И постепенно все встает на свои места. Вот такое воздействие Сатурна, когда будет словно что-то упорядочиваться, будет, особенно для вас, продолжаться до конца года точно. И мы что-то можем больше просчитать. Итак, давайте мы посмотрим события ближайших дней. И главное событие, что нам подскажут карты на этот период. Как главное событие, событие ближайшего будущего, а может быть и в один день уложатся, ну, какие-то разговоры или что-то важное для вас решится. События ближайших дней. Главное событие. Ну, где-то понятно, не замечтаться, у нас 7 кубков, как будто нужно выбрать одно направление. У нас есть 7. Может быть, вы в этот период прочувствуете свою силу, что да, у меня сейчас ресурсный период, и если я захочу, горы могу свернуть, правда, сил будет достаточно, но горы оставляем на месте, здесь больше нам про рационализм, несмотря на то, что, безусловно, вдохновение как будто будет. Нам вообще карта любая 7 по нумерологии, своеобразная пауза. Почему? Потому что любое движение, если мы опять же про нумерологию говорим, оно словно происходит в 6 стадий. Вот почему любая карта в колоде под знаком 6 – это победа. Победа или какой-то уже мы результат получаем. И неизбежно за этой победой следует перезагрузка. Почему и число 7, когда мы не ускоряемся. Здесь важно будет с чем-то, как с приоритетами своими, наверное, определиться. Давайте события ближайшего будущего. Что для вас? Ну, прекрасно, 9 пентаклей или 9 монет. Вообще это карта самодостаточности, когда у нас исполняются наши мечты, но больше, безусловно, дела, работа, бизнес и деньги. Любые дела, мои дорогие козероги, у кого-то, может быть, это по документам или согласование, может быть, в банках, у кого-то рассчитаться с кредитом, у кого-то, наоборот, взять ипотечный, к примеру, кредит, или обратиться, может быть, в высокие учреждения, инстанции, тоже за каким-то согласованием. Тут могут быть как заключение контрактов. Вообще, ваша перспектива и на данный момент времени у вас очень сильная позиция. Вот поэтому 7 кубков нам говорит, ты вот так все-таки не замечтайся, будь реалистом, как будто нужно сохранять все то, чего вы уже достигли. Но вообще со знаком плюс все вопросы благополучия. Вот такой период ближайшего времени или ближайшего будущего, ну а ближайших дней, может быть. Двойка жезлов, есть выбор. Или нам приходится где-то одновременно усидеть на 2 стульях, это будет важно. С другой стороны, если мы про дипломатию, это тоже всегда где-то дуальность, умение договориться, себе чем-то не навредить. Здесь у нас все же говорят о каких-то возможностях и возможном выборе. Может быть, для кого-то вот сам по себе выбор, как вот по 7 кубков, он важен. И сделать его, скорее всего, не
не так просто. Но в центре у нас девятка монет или пентаклей. Мы сказали, сильная позиция и карта самодостаточности. Значит, ничто, мои дорогие козероги, какие бы вы решения не принимали, у кого-то это может быть, ну, как выбор в личной жизни или решение по работе, мы не должны себе навредить. Может быть, составить какой-то тезис-план. Мне хочется достать карту «Неожиданное событие». Вот что, какие неожиданности до середины ноября, мои дорогие козероги, нам подскажут карты. Хотя вот эти карты никаких неожиданностей нет. Тут наоборот спокойное где-то течение жизни. Может быть, с чем-то вы не определитесь именно до середины ноября. Все-таки это не такой большой срок. Итак, неожиданные события. О, маг. Ну, безусловно, мы можем столкнуться с таким человеком, который великий манипулятор. Но для того, что, может быть, как раз нами и не манипулировали, семерка кубков, да, нам говорят, оставайся спокойно, хладнокровным, особенно когда вопросы каких-то важных событий, дел решаются. А с другой стороны, все-таки это ваша сильная позиция. У нас еще девятка Пентакли выпадает, и поэтому у вас должно быть все под контролем. Это ваша стихия, где-то вы будете в этих энергиях. И может быть, если даже вы чувствуете, знаете, как в себе, что да, у меня сейчас ресурсный период, ну, значит, не продавливать какую-то ситуацию слишком откровенно, а быть вот этим манипулятором, мои дорогие, серым кардиналом. Когда мы, ну, где-то исподволь, из-за кулис действуем, как будто мы больше получим толку. Или для вас это необходимо, чтобы предусмотреть, мы ведь на неожиданности смотрим, правда? И мы говорим, что мы можем столкнуться с таким человеком. Так вот, чтобы нам какой-то хитрый план, да, удался, или разгадать чей-то хитрый план, нам нужно оставаться невозмутимым и спокойным. У мага нет эмоций. Чтобы предугадать, предусмотреть, у вас сейчас как и собственная позиция сильная, так и возможности есть. Давайте мы с приятности или приятное событие, что нам будет помогать? Вам, мои дорогие козероги. Вот интересная карта. Вообще по-итальянски она звучит как «ля папесса». Мы сегодня эту карту называем «Верховная жрица». Хотя именно в этой колоде Золотого Таро она как «ля папесса» изображена, как Папа Римский, но в женском обличии, и у нее тиара на голове. Посмотрите, и правда история знала такой пример, когда католической церковью управляла женщина. Этот факт всячески скрывается. Это произошло где-то 850-е, 870-е, в разных источниках по-разному написано, но в официальных источниках этих данных, понятно, нет. И если в Ватикане есть портреты всех пап, то, понятно, ля папессы портрета нет. Это была девушка, которая рано поняла, оставаться женщиной достаточно сложно. Ты будешь заниматься только домом, детьми, но самореализации никакой, ну это было тем более очень давно. Отношение к женщине совершенно и было иное. Но она была не похожа на остальных. Пытливый ум, интеллектуалка и владела, к примеру, мечом, умела, то есть сражаться. Ее телосложение, как вот я читала описание, она была похожа больше на подростка, поэтому ей не составило труда сойти за юношу. Начав свою карьеру, она смогла стать кардиналом, и после она становится и папой. Никто не знал, что она женщина. Ее руководство католической церковью было недолгим, где-то порядка 2,5 года. Но за это время, вот те хроники, которые я читала, это время отмечалось очень толковым как-то, толковыми решениями, большей добротой, то есть ее уважали, ее любили. Вот такие женские энергии во главе католической церкви, представляете? Увы, развитие ее судьбы описано по-разному. В основном все хроники, где вообще есть сведения о ней, они сводятся к тому, что она была беременная. И во время шествия большого, грандиозного, у нее начались роды. И она родила ребенка на ступенях к храму. И становится явным то, что она женщина, а не мужчина. После чего забрасывают камнями и ее малыша, и одновременно ее саму. Есть из других хроников сведения, что ее привязали к конскому хвосту. И долгое время
таскали по полям. Есть, тем не менее, и другая версия. Это я у одного из итальянских авторов прочитала, о том, что на самом деле мальчик остался жив, и церковь взяла заботу о нем. На саму же папессу была наложена эпитимия, но впоследствии как раз ее сын, когда она умерла, он ее похоронил. То есть совершенно по-разному. К чему я рассказываю столько исторических подробностей для вас, мои дорогие козероги? Чтобы вы прочувствовали эту карту. Мои дорогие козероги, в вашей жизни, может быть, в прошедший период произошло какое-то событие, которое в корне вас изменило. Какая-то, может быть, тайна вышла на первый план, что-то вы такое узнали, что это где-то меняет, ну, буквально вашу личность. Может быть, вы вынуждены как раз свои не афишировать дальнейшие планы, словно оставаться в тени. Посмотрите, у вас выпадает, как в неожиданностях, маг. Так у вас и в тех событиях или в силах, энергиях, которые нам помогают, у вас выпадает карта Ля Папесса. Нам помогает буквально, если мы серыми кардиналами, мои дорогие, вот тут точнее даже не скажешь. Когда мы больше анализируем, наблюдаем, у нас получится какой-то, знаете, ну, сумасшедший финт, судьбоносный, совершить, может быть, в этот период, или мы разгадаем какую-то тайну, или какой-то квантовый скачок. Вот эта аллегория, когда мы что-то можем сделать иррационально совершенно. И у каждого здесь своя история. Если мы спрашиваем, что будет помогать, как интуиция, как мудрость, так и допустить альтернативные варианты развития событий. Когда мы не ставим перед собой шаблонов. Ведь тут сам по себе по Ля Папесса идет ломка шаблона, ломка стереотипа, может быть, вашего стереотипа. Может быть, это касается отношения к вам самим. Что нам еще помогает? И я бы сказала, в этот период, может быть, внести коррективы в свой имидж. Вас люди уже где-то воспринимали в каком-то одном ключе, а здесь, скорее всего, вот этот самый шаблон следует сломать, чтобы как-то было совершенно по-другому. Может быть, вы прежде в ответ на или при обсуждении какой-либо ситуации вы бы настаивали на своем, что-то объясняли, а здесь нет. Здесь все исподволь, понимаете? И более хладнокровно, спокойно реагировать. Может быть, это кого-то даже в тупик поставит, а вам поможет. Или найти какую-то тайную информацию. Вы что-то можете узнать, словно, да, докопаться до истоков, до глубин того, откуда пришла эта новость, если вам это необходимо. Но, видимо, необходимо, потому что нужно сделать выбор. Давайте, как вот заявлено, мы посмотрим любовь. Что же в личной жизни для вас, мои дорогие козероги? Что нам скажут карты? Нам здесь, как ни странно, снова про деньги. И знаете как? По этой карте очень хорошо получать деньги, но ни в коем случае не давать взаймы. Если мы говорим про любовь, знаете, ну даже не тратиться где-то, я бы сказала, быть более рациональным. Если какой-то вопрос, который перекликается одновременно и любовь, ну и где-то какие-то материальные блага или благополучие, значит, оставайтесь на своей волне. Почему? По этой карте есть значение рука дающего, завтра может стать рукой просящего. Мои дорогие козероги, вы с чем-то не должны просчитаться. Вот, может быть, кто-то будет действительно в отношении вас хитрить. Причем делать это, знаете, так профессионально, грамотно сказал бы, что это как интуиция вы можете чувствовать, а напрямую каких-то фактов как будто нет. Но какой-то хитрый план или что-то такое может быть задумано. Но ваша-то позиция такова, что этот самый шаблон, этот самый план вы можете кардинально просто сломать. Но каким образом действовать, наверное, вот как двойка жезлов нам говорит, нужно выбирать. Для этого самое главное не торопиться. Прекрасная карта на работу, на деньги, на заработок. И пусть мы спросили про любовь, но для кого-то это важно услышать. Если вы занимаетесь творчеством, здесь мы можем как раз найти какого-то мецената или встретить человека, который будет вас поддерживать, ваши проекты, кому вы лично будете интересны. И такое тоже может быть. Ну, давайте мы про деньги спросим. Может быть, наоборот, нам что-то скажут.
Ну, а здесь у нас какой-то уход. Все-таки восьмерка кубков, когда мы ищем выход из какого-то трудного положения. Может быть, это Гордиев узел какой-то вам нужно разрубить. Или ситуация, когда нельзя сказать «нет» и нельзя сказать «да». Значит, Соломоново решение надо принять. И мы его находим. Мы именно по восьмерке кубков можем, а тем более с картой Ля Папеса, вы можете из самой патовой ситуации найти выход. У кого-то будут вопросы, связанные, может быть, с переездом или с какой-то прежней историей. От чего-то мы как будто можем уйти, отказаться. У вас выпадает на личную жизнь. Нам карта не говорит про любовь, это правда. Про деньги нам уже, по сути дела, сказали. Может быть, это где-то в деньгах вы уйдете от каких-то лишних трат или во что-то не вложитесь, или, ну, еще какая-то история, которая будет зависеть от вашего важного решения. Давайте мы посмотрим для тех, кто в паре. Любовь. Карта император. Ну, тут командовать захочется, конечно. Но помните, наверное, вот в этой колоде карт лев рядом с императором. И лев это у нас прообраз нашего эго. Мы не должны где-то проявлять больше эмоций. Видимо, знаете, в каком плане не должны больше эмоций? Настаивать на своем. То есть император чаще это жесткая сила. Кулаком по столу я сказал и точка. Есть два мнения, мое и неправильное. Вот такого допустить нельзя. Может быть, вы так и будете думать, может быть, и оставить так же вот как бы свое мнение, но действовать, транслировать мы должны какую-то все-таки лояльность к миру. Почему? Потому что внешние обстоятельства все время меняются, и по карте император предполагается, что чтобы сохранить что-то для себя значимо важное, мы должны подкорректировать какие-то мелкие планы, как будто подвинувшись, ну, своего рода, да, или подкорректировав мелкие какие-то планы, мы сохраняем возможность для себя осуществить что-то более крупное, важное. У вас действительно сильная позиция, но вы больше в магических таких энергиях, да, в незаметных, нежели когда вы транслируете свою силу, помните об этом. Но для вас, видимо, в семье вы будете играть первую скрипку. Все будет так, как вы хотите. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте посмотрим. Туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта, да, действительно, вы найдете важное при решении, примете или сумеете какие-то противоречия, ну, и кому нужно согласовать, а может быть, словно и отрезать. Если вы захотите примириться, допустим, вы можете пересмотреть свою тактику кардинально. Все-таки у вас, посмотрите, какие карты. Вы маг. И если для вас человек интересен, то вполне вероятно общие какие-то точки взаимопонимания, особенно в этот период, благодаря еще и Венере, вы найдете. Для тех, кто один или одна, новое знакомство. Паж жезлов. Не могу сказать, что это будет какое-то новое знакомство. По пажу жезлов это есть сам по себе какой-то импульс и уже желание, может быть, не быть одному или одной. Но больше все-таки это жезлы, дела, работа, бизнес. И деньги, мои дорогие козероги. Видимо, в первую половину месяца для вас будут больше актуальны вопросы именно вашего самовыражения. Может быть, что-то очень важное у вас стоит на повестке дня, и продумывать какую-то траекторию для тех, кто один или одна, вы можете наперед. И я должна сказать, вам это придаст где-то уверенности, как будто ощущение приходит, я могу свою жизнь распланировать теперь. Но, может быть, не вплотную вы приступите к осуществлению своего плана, потому что сам по себе какой-то план уже предполагается по пажу жезлы. У кого-то могут быть, кстати, хоть вы один и одна, но у вас есть дети, вопросы, связанные с вашими детьми. Вот такое может быть. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.